Добрый день, коллеги. Прежде всего, спасибо компании 1С International за организованное мероприятие и за возможность выступить на нем. В ходе своей презентации я хотел бы рассказать о нашей компании Cloud Office AB, о тех решениях, которые мы разрабатываем, и о опыте, который мы получили при работе на рынке Швеции. Меня зовут Алексей Полтовец. Я основатель и руководитель компании Cloud Office AB. Почти 20 лет я живу и работаю в Швеции. Опыт работы до проекта Cloud Office был связан с международным бизнесом, созданием и сопровождением локальных представительств шведской компании за рубежом. Мое первое знакомство с продуктами один из предприятий состоялось в 2006 году через автоматизацию локального представительства в Москве. Были использованы типовые решения бухгалтерии предприятий, управления торговлей при CRM для учета стандартных процессов. Плюс была выполнена автоматизация специфических задач, например, конвертация данных, интеграция и прочее. В то время я работал как заказчик, а внедрение доработки проводились через локальных подрядчиков. По итогам работы с продуктами на основе 11 предприятия был получен интерес к созданию конфигурации для работы и продажи в Швеции. Начало работы по созданию решений на основе 1С предприятий для шведского рынка можно отнести к 2011 году, собственно говоря, начало проекта Cloud Office. Был проведен анализ рынка. Мы выявили более 50 активных компаний для автоматизации бизнеса на то время. Анализ позволил выработать нам гипотезу по открытым нишам и возможностям, которые были на рынке. Были выработаны требования для продукта, собственно говоря, был создан концепт программы и была выбрана конфигурация для локализации. Собственно говоря, тогда мы начали вести работы по локализации выпуску продукта. В 2014 год мы выпустили свое первое решение и получили первое внедрение, получили своих первых клиентов. 2016 год, собственно говоря, заканчивается этап хобби проекта. Мы регистрируем торговую марку и открываем отдельное юридическое лицо Cloud Office AB для ведения бизнеса. 2021 год. Мы имеем сложившуюся команду, у нас есть зрелые продукты и наработанная лояльная клиентская база. Кто мы? Наша команда – это 5 человек. Прежде всего, это архитектор, он же руководитель разработки. Далее у нас есть 2 человека, которые занимаются разработкой и тестированием продукта. Для поддержки клиентов у нас выделен отдельный человек. И, собственно говоря, моя роль – это руководитель проекта. Главная ценность нашей компании – это, конечно же, люди. Это коллеги, с которыми мы работаем. Приятно отметить, что все коллеги – это незаурядные люди с широкими интересами и большим опытом. Например, опыт разработки 1С у кого-то с 2001 года, у кого-то с 2006 года. У нас есть коллега, который принимал участие в больших корпоративных внедрениях. Один из коллег является доцентом кафедры распределенной информационной системы и облачной технологии Политехнического университета. Один из коллег имеет высшее экономическое образование со специализацией по учету предпринимательской деятельности. Один из коллег – это профессиональный лингвист, шведский язык. Задачи, которые не связаны с разработкой, поддержкой и продвижением проекта, мы выносим в аутсорс. Это прежде всего дизайн, SEO-поддержка и прочие задачи. Как мы ведем разработку? В компании используются типовые инженерные практики при разработке продуктов. В качестве основы выбран стек Atlassian. Управление проектами ведется в Atlassian Jira. Управление версиями кода ведется в Atlassian Bitbucket. Для ведения документации мы используем Atlassian Confluence. Эта система используется для взаимодействия внутри компании, а также для работы с заказчиками. Например, готовится проектная документация, осуществляется поддержка и прочее. Для учета поддержки пользователей мы используем Atlassian Service Desk. Что касается непосредственно разработки 1С, то в качестве среды разработки мы используем 1С EDT, причем делаем это уже более 2 лет. Автоматизированное тестирование мы выполняем с использованием решения VNS Automation. Наш первый продукт – это система Cloud Office. Система поставляется как сервис по подписке посредством частного облака для каждого клиента. База клиентов при этом независимы между собой. Тип лицензии – это ежемесячная подписка на пользователя. Стоимость подписки включает доступ к системе, текущее обновление, поддержку и бэкапы. У нас есть мобильные клиенты, мобильные приложения, которые могут работать совместно с системой Cloud Office. В настоящее время вся функциональность мобильного приложения переведена в мобильный клиент, и по большому счету мы не занимаемся продвижением мобильного приложения. Тем не менее, оно существует. Язык интерфейса в системе – это, безусловно, шведский и английский язык как запасной. Версия кода 1С – это английский язык. Давайте поговорим о функциональности решения Cloud Office. Целевая аудитория для этого решения – это компания с простыми бизнес-процессами, но имеющими свою специфику. В
качестве примеров таких бизнесов можно привести интернет-магазины, компании, занимающиеся оптовыми продажами, либо предоставляющие услуги. Конфигурация также хорошо подходит для создания заказных решений по запросам или по требованиям наших клиентов. Какая функциональность включена, какие подсистемы включены в систему? Подсистема продажи, типовая подсистема. В качестве особенности хочу отметить реализацию контрактных инвойсов и реализация так называемой схемы поставки dropship, когда товары доставляются до двери конечного заказчика. Подсистема закупки также имеет функциональность dropship закупок. Подсистема CRM включает интегрированный почтовый клиент, позволяет вести лиды, так называемые лиды – это потенциальные клиенты. Есть система для фильтров отборов по лидам и клиентам. Также есть документ сделок, который позволяет вести аналитику до момента продаж. А также есть необходимые отчеты в системе, например, воронка продаж. Подсистема услуги строится на основании документа «Заказ на ряд». Есть также возможность формирования календаря загрузки сотрудников. Подсистема производства позволяет вести учет для простых видов производства. В качестве ограничений можно привести тот факт, что учет ведется только для однопередельных производств. Есть возможность введения Bill of Materials, это спецификация продукта, введение серийных номеров и партий продукции. Подсистема склад позволяет вести учет на складах. Особое внимание мы уделили инвентаризации, то бишь подсчету товаров на складе предприятия. Подсистема бухгалтерия позволяет вести полновесный, полноценный бухгалтерский учет на предприятии. Мы используем типовой шведский план счетов. Есть возможность вести проводки, включая серии проводок. Система различает различные учетные периоды. Есть возможность построения необходимых отчетов. Это балансовый отчет, отчет о результатах, отчет по НДС и так далее. Система интегрируется с другими системами. Например, Риксбанкен – это Центробанк в Швеции. Обмен данных с Центробанком используют для загрузки курса валют. Есть возможность подключения и обмена данными с веб-системами, так называемыми Content Management Systems. В качестве примеров можно привести PrestaShop либо WordPress. Есть также возможность подключения к бухгалтерским системам. Мобильный клиент для решения Cloud Office. Запрос на реализацию мобильного доступа к системе появился сразу же с первыми клиентами. Сначала для решения этой задачи мы создали мобильное приложение Cloud Office Mobile. Приложение умеет работать как самостоятельное приложение, так и в составе с основной системой Cloud Office, играя роль клиента. В этом случае информация передается между системами через обмен данными. Позже, когда компания 1С представила решение мобильный клиент для платформы 1С предприятия, мы адаптировали конфигурацию для использования этой технологии. Переход на использование мобильного клиента упростил разработку и поддержку мобильного доступа к системе. Мобильный клиент поставляется пользователям Cloud Office без использования подписок или монетизации на сервисе Google Play. Вот некоторые сценарии использования мобильного клиента. Создание документов коммерческое предложение и заказ покупателя. Документы выставляются сразу же на встречах. Регистрация документа «Заказ на ряд». Отметка о выполнении работ ставится сразу же после их окончания, непосредственно на рабочем месте. Документ «Корректировка склада». Сотрудники могут делать корректировки по складу сразу же при такой необходимости. Инвентаризация. Мы разработали помощник для совместной работы пользователей по инвентаризации. Печать этикеток на мобильных принтерах. Маркировать товары можно сразу же при оформлении поступления товаров на склад. Я хотел бы привести несколько примеров компаний, которые используют наше решение Cloud Office. Компания JDI – это микропредприятие, которое занимается продажей товаров для детей через свои интернет-магазины. Компания получает заказы и оплата по ним сразу же в своих магазинах, которые работают на системе PrestaShop. Запрос, который мы получили от клиента, сводился к тому, что надо было как-то подключиться к 3 разным сайтам. Это 2 торговые марки и 1 сайт для оптовых покупателей. И организовать сбор статистики для оформления отчетности в налоговые органы. Конечно же, задача получилась намного более объемной. Мы полностью изменили организацию процессов компании. Веб-сайты превратились в витрину для продаж. Посредством обмена данными информация о заказах регистрировалась в Cloud Office, а информация об актуальном состоянии на складе, о ценах, о товарах передавались на сайты. Пользователь системы работает только в Cloud Office.
Все нужные функции, как то оформление отгрузок, управление закупками, ценообразование, управление складом и оформление бухгалтерских отчетов, стали оформляться на стороне Cloud Office. Даже продажа товаров на выставке стала простой задачей. Вместо того, чтобы записывать продажи на бумаге, как это делалось ранее, стал использоваться мобильный клиент Cloud Office. Клиент получает чек о продаже на свою почту, а компания сразу же регистрирует продажу у себя в системе. Компания Global Fish Sweden AB. Это компания небольшого размера, которая занимается оптовой торговлей рыбой и морепродуктами. При продаже пищевых продуктов в Швеции необходимо выполнять указания агентства по контролю за пищевыми продуктами Livsmedelsverket. В частности, требуется, чтобы все компании, участвующие в цепочке производства и дистрибьюции пищевых продуктов, имели возможность отследить партии товаров от производителя, включая поставщиков сырья для производства, и далее по цепочке до конечного потребителя. В случае проблем с конечным продуктом должна быть возможность отследить источник проблем. Для решения этой задачи используются серии номенклатуры, так называемая batches. Бухгалтерская система, которая используется на предприятии, не позволяет вести такую аналитику. При этом переводить бухгалтерский учет на другую систему заказчик не хотел в силу привязанности персонала компании и особенно аудиторов к этой системе. Выход состоял в том, чтобы использовать отдельную систему для учета партии и выполнить интеграцию этих систем. По запросу от клиента мы добавили учет по партиям номенклатуры в Cloud Office и провели внедрение на предприятии. Персонал, который работает с закупками, продажами и складом, работает только в Cloud Office. А персонал, который занимается бухгалтерским учетом, работает только в бухгалтерской программе. Интеграция систем делает совместную работу практически бесшовной. Компания Böve System AB – это представительство одного из лидирующих производителей почтового оборудования, немецкая компания Böve System в Швеции. Компания производит различные сортировочные линии, оборудование для упаковки конвертов, формирования писем и прочее. Оборудование компании работает по всему миру, включая Швецию. Оборудование требует сервисную поддержку и периодического обслуживания. Этим и занимается местный офис компании. К особенностям компании можно отнести тот факт, что компания имеет распределенную сеть складов запасных частей. Это 10 складов по всей Швеции. Клиенту было важно получить прозрачный учет на складах и оперативное отражение состояния склада при продаже запчастей, либо при их использовании для сервисных работ на оборудовании заказчиков. Компания Biosystec использует Cloud Office уже 2 года. Система используется для оперативного управления компанией. В системе ведется учет закупок и продаж, оформляются сервисные наряды, есть функционал для ведения календаря загрузки сотрудников. Для компании был разработан механизм контрактных инвойсов. Принцип его действия – это когда с заказчиком подписывается контракт на сервисное обслуживание или периодическую поставку товаров, и система автоматически выставляет инвойсы по оговоренным условиям. Таким образом, система экономит время на оформление инвойсов и контролирует выполнение условий контракта. В силу того, что сама компания достаточно небольшая, но на складе находятся десятки тысяч различных запасных частей, инвентаризация склада, которая обязательно по правилам учета в Швеции, превращается в нетривиальную задачу. Для помощи в инвентаризации мы разработали помощник, который используется в мобильном клиенте. Помощник позволяет проводить совместную инвентаризацию несколькими сотрудниками, накапливая данные. Помощник имеет возможность сканирования штрих-кодов на мобильном устройстве, а также помогает делать поиск товара, если штрих-код отсутствует. Данные по инвентаризации регистрируются в системе в виде документа. Таким образом достигается высокая скорость и точность инвентаризации склада. Вторая система, которую мы предлагаем своим клиентам, это локализованная версия 1С Drive. Как мы позиционируем этот продукт? Целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, это компании с комплексными бизнес-процессами. Это растущая компания, которым необходима система уровня ERP. Вариант поставки – on-premises, то бишь коробочное решение. Тип лицензии – это фиксированная лицензия на программное обеспечение, а стоимость внедрения и поддержка оплачивается отдельно. Использование мобильного клиента приложения, к сожалению, нет. В настоящее время мы не предполагаем использование мобильного клиента, но я полагаю, что это скоро изменится. Язык интерфейса – английский. Это еще одно указание, что система предназначена для более крупного бизнеса. Я не стану описывать систему 1С Drive в рамках моей презентации, для этого лучше обратиться к отдельным презентациям, система этого заслуживает. Я хочу лишь отметить, какие у нас есть четкие критерии, когда мы предлагаем 1С Drive.
Прежде всего, это корпоративный либо транснациональный бизнес. И когда я говорю о транснациональном бизнесе, это не означает, что компания должна быть уровня мировых лидеров. Отнюдь. Существует достаточно большое количество бизнесов, которые не очень большие по размеру, но при этом ведут работу в разных странах и хотят вести учет всей своей деятельности в одной системе. 1С Drive это может, и это наш клиент. Расширенное управление производством. Система имеет развитую функциональность для учета и планирования производства. Управление персоналом. Я хотел бы привести пример нашего клиента, который использует эту систему. Профиль компании – это производитель материалов для химической промышленности. Впервые они обратились к нам с вопросом об автоматизации отдела продаж. Был выполнен большой объем доработок по требованиям заказчика. Например, это ведение учета в 2 единицах измерений. Это параллельный учет 2 единиц, потому что соотношение между весом и объемом отличалось от партии к партии продукции. Была выполнена интеграция с банком, интеграция с бухгалтерской системой и прочие доработки. Внедрение было выполнено в 2017 году. Так вот, в конце 2020 года мы получили подтверждение, что мы выиграли тендер на внедрение системы для учета производства, и мы будем внедрять 1С Drive. Я хотел бы кратко рассказать об истории нашего продукта Cloud Office ERP. В начале своей презентации я упомянул, что в 2016 году мы представили решение Cloud Office ERP как продукт более высокого уровня, нежели базовое решение. ERP-система на платформе 1С для компании среднего размера – это вообще логичный продукт. Мы также решили подготовить свою версию. Решение было выполнить локализацию типового решения 1С – это перевод и адаптация функциональности. В то время была возможность выполнить локализацию продукта 1С Small Business. Это конфигурация 1С UNF, но переведенная на английский язык. Мы начинали со Small Business версии 1.2. Далее была версия 1.3 и 1.4. Мы потратили год на адаптацию, но в какой-то момент нам пришлось отложить проект и сконцентрироваться на собственном решении Cloud Office. Только в 2016 году, когда мы подписали контракт на внедрение, мы продолжили работу по этой версии и выполнили адаптацию Small Business версии уже 1.5, которая продвигалась под именем Cloud Office ERP. Однако, с декабря 2019 года мы перешли на 1С Drive в качестве системы для адаптации и внедрения на шведском рынке. Причины перехода на 1С Drive. Система хорошо вписывается в наше понимание рынка. Высокое качество разработки и соответствие рынку, включая методологическую и технологическую составляющую, что обеспечивает высокую готовность для внедрения. Исторически сложилось, что у нас есть общение с командой 1С Drive. Мы ценим это общение. Нам нравится развитие продукта. 1С Drive – это наш ориентир и наш локомотив. Спасибо за продукт. Коллеги, я благодарю за ваш интерес к нашей компании и участие в этой презентации. Мы будем рады продолжить общение. Мои координаты приведены на экране. Мы находимся в городе Гетеборг, Швеция, и мы открыты к диалогу и сотрудничеству. Спасибо.